Right now we are in Yerevan, Armenia, in front of the Russian embassy, and I was invited here today by some refugees from the Republic of Artsakh, or Nagorno-Karabakh, who have lost their homes, as I understand, after the trilateral agreements between Armenia, Azerbaijan, and Russia, which gave up most of the territory of Artsakh to Azerbaijan. Tomorrow is the 100-year anniversary of the Treaty of Brotherhood, or the Treaty of Moscow that they call it, between Russia and Turkey. And we are here today to hear what these refugees have to say, and just, you know, give everyone a voice, regardless of what side they're on. I was invited here today to show what these people want to say, and that's what we're gonna do. And now let's have a talk with them. Можно сказать, что это? Это демонстрация. Мы протестуем против договора 1921 года, 16 марта, между Ататюрком и Лениным. По этому договору исконно-армянские земли были переданы Турции и Азербайджану. Этого по своей значимости можно считать вторым геноцидом. Если бы не этот договор, сегодняшний Карабахский конфликт не был бы, мы, кадруцы, вновь не лишились бы своих домов, не лишились бы своей собственности и возможности жить на своей земле достойной жизнью. Вот мы этим письмом обращаемся к российскому государству, чтобы отменяли и принесли свои извинения армянскому народу. Вот мы этим письмом обращаемся к российскому государству, чтобы отменяли и принесли свои извинения армянскому народу. Право на будущее. Основные идеи этого мероприятия вот это. То есть они, во-первых, в 1995 году Госдума Российской Федерации приняла заявление о том, что в 1915-22 годах имело место геноцид армян и осуждает этот геноцид. Но с другой стороны, в 1921 году, 16 марта, российско-турецкий договор, московский договор, который иначе называется Кемало-Большевицкий договор, это был договор о разрушении Советской Армении. Это было продолжением геноцида, это был этапом геноцида с 1915-22 года. И они отняли у Советской Армении огромные территории. Это Карский регион, это Арарат,
Сурмалинский регион. И главный договор был составлен между двумя сторонами. Турецкой организации, которая буквально по своему статусу был неправительственной организацией, а Российская Федерация в это время не была признана. Российскую Федерацию признали только в 1923 году. А Армянская Республика была признанным и суверенным государством. То есть они тем самым этим договором нарушили Венскую конвенцию, 34-я статья Венской конвенции, где говорится, что договор действителен, если это касается сторонам, которые участвовали и подписали. А тут армянская сторона не участвовала и не подписала под этим договором. То есть это тоже есть нарушение международных прав. И вообще это похоже на то, что две гиены, буквально две гиены, напали на незащищенную Армению и отняли возможность ее развития, выживания. И война 2020 года это и есть продолжение Московского договора. Потому что если бы они не отняли бы у нас эти территории, Армения могла бы развиваться, быть самостоятельной и смогла бы противостоять и в 2020 году осенью этому турецко-азербайджанско-пакистанско-израильскому тандему. И в этом смысле Госдума обязана аннулировать этот договор. Мало того, когда они в 1995 году приняли заявление, одним пунктом они отметили, что геноцид армян был как бы частью той программы, когда они создали условия для уничтожения России. Мы считаем, что да, война 2020 года это тоже направлено против России. Потом, тем более, мы призываем Российскую Думу, чтобы они аннулировали Московский договор. В 2016 году два депутата Госдумы вышли с заявлением против Московского договора. Они считают, что это грубое нарушение международного права, и это вообще бандитский договор. Но Госдума все-таки не пошла навстречу, и Московский договор до сих пор существует. И вас откуда где? Откуда что? Я жертва 1988-92 годов, когда после Сумгаита 1988 года, февраль 26-29 число, они в Сумгаите уничтожили более 3000 армян, убили, резали. Это страшнейшая была трагедия. Но антиармянская волна не остановилась, она пошла дальше. Они в феврале кинулись и на Кировабад, где более 50 тысяч армян проживало. В окружении это Северный Арцах. То есть вокруг, это часть Северного Арцаха, это более 22 деревень, которые находятся вокруг Кировабада. Да, сейчас они Гянджу назвали. Я из Бананца, из деревни Бананц. Значит, нападение было уже на эти районы. Там в буквальном смысле проводили этноцид, потому что уже советские войска ОМОН тоже участвовал. Азербайджанский КГБ ОМОН участвовал буквально в этноциде. Эти районы, они провели этническую чистку, всех армян выгоняли. Я жертва этих годов. Дальше они не остановились. Наверняка вам известно, что в 1988 году с марта месяца
по 19 января 1990 года вырезали армян в Баку, в советском Баку. И сколько вырезали, никто не знает. Только есть один фильм, называется «Обыкновенный геноцид». Вот там в пятом фильме этой серии фильмов, да, там есть такой кадр, что только с 13 по 19 января 1990 года в Баку было вырезано 5500 армян, около 3500 без вести пропавшие, и около 3500 они взяли как бы в плен. И все, больше других данных нет. В 1990 году, в марте, было закрытое заседание, где советские власти с бакинскими властями и с советскими депутатами обсуждали подробности резни армян в Баку 1990 года, январский резню. Эти данные, там был армянский депутат, у которого был диктофон, он все это записывал, и эти данные у армян уже есть. То есть там страшнейшие, значит, факты, о котором Советский Союз умалчивал. И сейчас Российская Федерация является правопреемником и продолжителем Советского Союза. Смотрите, Российская Федерация входит в Совет Безопасности ООН как правопреемник и продолжитель Советского Союза. Как это получается? Когда выгодно Российской Федерации, они пользуются этим статусом продолжителем и правопреемником Советского Союза, а там, где уже ему чисто политически невыгодно, они игнорируют Московский договор. Я думаю, что запах нефти и газа придушил совесть и разум властей Российской Федерации. Вы можете представить, что есть миллион конвенций ООН, которые говорят, что непризнанное государство должен быть под защитой ООН. Это и конвенция Монтевидео, конвенция 1979 года против агрессии и так далее. Но они, Арцах де-факто формированное государство, да? Устоявшее было государство. Там проживали беженцы из Сумгаита, из Баку, из Кировабада, Евлаха, из Шахмян, отовсюду. То есть, когда геноцид начался 88 февраля, они сбежали в Арцах, Арцахской республике. Он этих беженцев не признал. То есть сказал, я их не признаю, потому что они свое спасение от физического уничтожения нашли в непризнанном государстве. Это абсурд полный. То есть, получается, права человека действуют только там, в тех государствах, которые признаны. Это абсурдно. Это вообще означает, что он тоже действует в политическом коррупционном поле. По-другому не назвать, потому что это понятно, что нефть и газ своими щупальцами смогли купить, он тоже. Смотрите, в 2010 году Минская группа, 3 председателей, плюс 2 эксперта из кабинета ответственных по беженцам ООН приехали в Лачин, приехали в Кельбаджар. Это турецкие названия. Это Карвачар и Кашатах. И они там фиксировали, что есть 14 тысяч этнические армяне, которые сбежали из Азербайджана. Они об этом фиксировали. И как так получается, что беженец из Сумгаита, армянской этнической принадлежности, который проживал в Лачине, его выгоняли после 2020 года войны, да, после соглашения 9 ноября. Он не имел там проживать. А сейчас будет туда возвращаться как бы бывший житель Лачина, который как бы сбежал из Лачина в Баку, и оттуда спокойно может приехать проживать в Лачине. Почему сумгаитский армянин не может вернуться в Сумгаит проживать? Мы здесь во многих посольствах были, встречались и этот вопрос задавали.
Имеем ли мы возможность вернуться в Сумгаит, Баку, Кировабад, мою деревню, Банант и там прожить? Нет, конечно, там вырежут вас. А почему тогда азербайджанец, который сбежал из Лачина в Баку, имеет право из Баку вернуться в Лачин? Где справедливость? Где право человека на жизнь и так далее? Почему они сейчас, эти международные организации и в лице ООН, к этническим армянам относятся по одному, а к азербайджанцам по другому, потому что за их спиной стоит генная Турция, потому что за их спиной стоят бакинская нефть и газ. По-другому у нас объяснений нет. Где мы будем сейчас? Мы пойдем, здесь офис ООН находится, пойдем передадим письмо, вот это письмо. Здесь... Там будут плакаты совсем другие, да? And now we're actually going to be walking to the office of the UN. So we're learning what these people have to say as we go and what they want. We're going to translate everything, as you know, like always. So we're bringing you the facts we get here. You don't see any other journalists here showing what these refugees have to say. But, you know, we show you the facts. We don't, you know, inject any narrative. We show you exactly the information we find, regardless what party, country, or organization that it favors. We just show you what the people have to say. I was invited here today to film this to show you what's really going on, because no one else is covering this. So you take this, do your own research, and we're going to keep bringing you these much needed reports that no others report on, as well as the breaking news. So here we go to the UN. So we've arrived at the United Nations in Armenia, the headquarters, the office, and now we're going to see what exactly the refugees have to say here and what they're going to do. It's like 11 people are here. It's not a big action, but it's action that they want to have their voice heard. So we're gonna help them with that. People are getting թվականի 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրի դեմ մեր բողոքը հայտնելու։ Չգիտեմ ով ինչպես է ուզում ներկայացնել, ռուսները կամ թուրքերը այդ պայմանագրի ինչպես է ուզում ներկայացնել, իրականում դա 15 թվականի ցեղասպանության շարունակությունն է, որովհետև այդ պայմանագրով խեղդվեց հայ ժողովրդի իրավունքը իր հայրենիքում ազատ ապրելու։ Խլվեցին իրական հայկական տարածքները եւ կիսեցին իրար մեջ։ Մենք ունենք որոշ մարդիկ, որոնք ուզում են ներկայացնել, որ իբր թե սովետական Հայաստանը երկրորդ հանրապետությունն էր հայկական, բայց ոչ այդպես չէ։ Սովետական Հայաստանը իրենց ներկայացնում իր ամենասովորական գաղութ։ Թուրքերը եւ ռուսները Հայաստանի Հանրապետությունը կիսեցին իրար մեջ։ Արևելյան Հայաստանը դարձավ Ռուսաստանի գաղութ, արևմտյան Հայաստանը ընդմիշտ հայազրկվելով դարձավ հայության համար անապատներ։ Այդ ամոթալի պայմանագրի շարունակությունը մենք տեսնում ենք այսօր։ Եթե 21 թվականի 16 մարտի պայմանագիրը կնքվում էր Լենինի եւ Աթաթուրքի միջև ժողովուրդների ստրկացնելու պայմանագիրը, այսօր նույն ձևով Պուտինն ու Էրդողանը առանց մի գրամ իսկ տարբերվելու Քեմալ Աթաթուրքից եւ բոլշևիկ Լենինից
Հայաստանին պարտադրում են նոր ստրկացուցիչ պայմաններ գենոցիդալ պատերազմ թելադրելով եւ պատերազմի արդյունքով դատարկելով Ղարաբաղի իսկական հայկական տարածքները։ Գտնվում ենք ՄԱԿ գրասենյակի առաջ, դրա համար դիմում ենք ՄԱԿ-ին իր պարտականությունները կատարել ինչպես պետք է։ ՄԱԿ-ը պարտավոր է բոլոր ազգերին տրամադրել զարգացման հավասար հնարավորություններ։ ՄԱԿ-ը չպետք է գեոպոլիտիկայի զոհ դարձնի փոքրիկ պետություններին, բայց ստացվել է այնպես, որ երկու մեծ պետություն, իսկոյ պետություններ կարող են որոշել մի երրորդ ազգի ճակատագիր եւ ՄԱԿ-ը կարող է դրան լռությամբ հետևել կամ նույնիսկ այսպես որ շարունակի վախենում ենք, որ ՄԱԿ-ը կարող է նույնիսկ ողջունել։ Ինչու որ հետևեցու եմ եզրակացնում, որ ՄԱԿ-ը կարող է նաեւ ողջունել։ Մենք մեկ ամիս առաջ մոտավորապես ՄԱԿ-ին այստեղ նամակ ենք փոխանցել, ընդհանրապես մի պարզ խնդրանքով, որպեսզի ընդունեն հադրութի փախստականներին եւ լսեն մեր բողոքները կամ քննարկենք մեր ապագան։ Այդ նամակը մնացել է անպատասխան։ Ինչ է, հզորները իրավունք ունեն արհամարել թույլերի, ուր է մնում արդարությունը կամ ինչի համար է ստեղծվել Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը, եթե պետք է սպասարկվի միայն ուժեղ պետությունների շահերը։ Ուժեղ պետություններն էլ պետք է հասկանան, որ բնության մեջ ոչինչ հավերժ չէ եւ իրենց հզորության վերջներ է գալու, ինչպես հռոմեական կայսրության վերջը, մնացած կայսրությունների վերջը։ Այն ժամանակ նրանք իրենք պետք է հասկանան, զգան, որ փոքրիկ պետություններին ջնջելով եւ քանդելով նրանց իր ապրելու իրավունքը ճնշելով արժանացել են իրենց այդ ապագային։ Կոչ ենք անում ՄԱԿ-ին, որպեսզի ավելի ակտիվ ներգրավի Ղարաբաղյան այսօրվա գործընթացին եւ վերականգնի Ղարաբաղի հայերի իրենց սեփականություն ունելու իրավունքը, իրենց սեփական հայրենիքում ապրելու իրավունքը, այլ ոչ թե նավթի կամ այլ գեոպոլիտիկ շահերին տուրք տալով ճնշեն ժողովուրդների զարգացման իրավունքը։ Я заявляю следующее, что хотя он и его кабинет по вопросам беженцев потерял свое доверие перед армянских беженцев из Азербайджанской ССР, которые формировались в 1988-92 годы, начиная из Сумгаита. Но сегодня я перед зданием офиса ООН в Ереване. У меня требование следующее. 9 ноября для прекращения агрессии турецко-азербайджанского геноцидогенного террористического тандема Российская Федерация вмешалась и смогла остановить эту агрессию. И 9 ноября они, значит, Путин, Пашинян и Алиев подписали одно соглашение. Там 2 пункта они реализовали, которые были исключительно актами этноцида против армян, поскольку они заставили, под угрозой, чтобы мирное население из Кашатага и из Карвачара, это Келбаджар и Лачим по-азербайджански, чтобы мирное население покинуло свои дома. На самом деле там было более 14 тысяч беженцев из Азербайджанской ССР, которые сбежали из Евлаха, из Сумгаита, из Баку, из Кировабада, из Дашкисанского района. Но их буквально под угрозой заставили выехать в очень короткие сроки. Но в этом соглашении есть еще один пункт, 7-й пункт, который звучит так, что под контролем ООН беженцы и внутриперемещенные лица смогли вернуться в НКО и 7 районов. Значит, поскольку это соглашение исключительно относится к нейтрализации последствий войны 2020 года, то 7-й пункт исключительно относится к беженцам и внутриперемещенным лицам, которые формировались
после войны 2020 года, какие они есть беженцы. Значит, это те беженцы, которые 1988-92 годы сбежали из Баку, из Сумгаита, из Кировабада, из Евлаха, и они оказались на 7 районах. Они сейчас стали двойными беженцами. Значит, 7-й пункт, когда говорит о возвращении беженцев, имеет в виду именно этих беженцев, которые стали многократными беженцами. Помимо этого, сейчас в Ереване находится более 50 тысяч внутриперемещенных лиц из Гадрута, из Шуши, из Кашатага, из Карваджара, из Акана. И они, как внутриперемещенные лица, должны возвращаться в свои дома. Каким образом? Таким же образом, как после 9 ноября, когда стояли миротворческие силы, и под их угрозным взглядом армяне покинули свои дома. Мы надеемся, что он будет вмешиваться и для восстановления свое доверие перед армянскими беженцами, чтобы они смогли способствовать, чтобы армянские беженцы и армянские внутриперемещенные лица, которые формировались, еще раз уточняю, после 2020 года войны, чтобы они смогли вернуться в свои дома. И мы сегодня передаем наше письмо, значит, ереванский офис ООН с этими же требованиями. Мы там разъясняем, что 7-й пункт исключительно относится к нейтрализации последствий геноцидогенной агрессии со стороны Азербайджана-турецкой тандема 2020 года осенью. И можно вопрос? Почему, как вы подумал, почему немного СМИ здесь сейчас? Вопрос в том, что, значит, у нас в стране внутриполитическая ситуация не очень стабильная, и сейчас почему-то СМИ больше заняты освещением этой ситуации. То есть то, что сейчас нависла угроза над существованием Армении вообще, потому что сейчас идут военные тренировки, как бы, военные учения азербайджанские, где вовлечено очень много сил. То есть и Ильхам Алиев очень нагло себя ведет, он, скажем, во встрече с российскими СМИ, он очень нагло, очень пренебрежительные и даже агрессивные заявления в отношении армянства и армян сделал. То есть и после этого наши СМИ все равно заняты сейчас внутриполитической ситуацией. И опять мы остались на обочине, как и было после 1994 года войны, когда армянские беженцы были полностью игнорированы и со стороны ООН, и также со стороны армянских властей, которые находились под полным внешним управлением. И они, значит, игнорируя проблемы, права, политические права армянских беженцев из Азербайджанской ССР, они повели переговоры в пределах Минской группы так, как будто Армения агрессор, как будто армянство оккупировало территории и так далее. Смотрите, ни слова во время этих переговоров про Сумгаит не было. А вот Путин, когда ему было выгодно перед Алиевым и Эрдоганом поставить факт, что они преступники против человечества, он им напомнил, что в Сумгаите очень плохо отнеслись к армянам, что в Карабахе, это и Марага, и Степанакерт, и, кстати, Агдамская трагедия, где убивали азербайджанцы около 60 грузин исламизированных, это турки-месхетинцы, а потом они вывернули этот факт, преступный факт, и как хаджалинская трагедия, сейчас всюду об этом агитируют. Вот эту ложь мы не смогли сопротивляться, поскольку наши власти нас не поддерживали.
Наши СМИ нас не поддерживали, внешняя политика армянского государства была изначально проигрышная, и потому эта война сегодня мы проиграли. То есть мы не смогли миру доказать, что был Сумгайыт, хотя Европа об этом и Америка очень хорошо знала, поскольку они в дни Сумгайыта буквально кричали, орали, что сейчас идет продолжение геноцида в Сумгайыте. Фактов много, заявлений много, и в Баку. А потом они все замалчивали, поскольку армянские власти не стали как бы защитниками армянских беженцев, прав армянских беженцев. И, кстати, кабинет по беженцам ООН тоже абсолютно игнорировал наше присутствие. Мы миллион писем писали в ООН, приносили в ереванский кабинет, переводили даже на английский, чтобы Гутерриш не затруднился читать наши письма. Но все равно реакции никакой. Кстати, они очень плохо относились и к беженцам из Сирии. Вот сирийские армяне, они в армянском звучит ООН, это МАК. И они раскрывают это как организация, которая выражает только соболезнования, сожаления и не больше. То есть и сирийские беженцы не нашли поддержку со стороны ООН. Я думаю, что это крупная геополитика, где ООН является инструментом в руках сильных центров для управления миром. Спасибо. Кроме того, основные эти демонстрации насчет 16 марта 2021 года завтра будут. Там и народу много будет, и СМИ много. Да, они, наверное, посещают еще в Цистерна-Кабер, потому что там находится 3 хачкара. Хачкар Сумгайытскому геноциду, Хачкар Бакинскому геноциду и Хачкар Кировоградскому геноциду. То есть помимо 15 года памятника, там 3 хачкара. So that's been the little protest here of the refugees. They say there's going to be more tomorrow. Possibly we'll be able to cover it. There's a lot going on tomorrow, so we'll have to see. But we're going to give you this look into the protests here at the Russian Embassy and UN. So you hear what they have to say after we translate everything, of course, in both in Russian and in Armenian into English and Russian, of course. And you use this as part of your research to decide what your thoughts are on the situations here. And we're learning here with you, and we're bringing you everything, uncut, just like we do in every report, regardless what side. So, you know, not everyone likes all of my reports, and that's good, because if one ethnic group or one political group like every one of a journalist's reports, then that's kind of propaganda. We show you everything, regardless of what side. So sometimes we piss people off, and other people are happy and other people are not happy, but we show you the facts and the reality of what's going on. And I'm able to do this because I'm totally independent. I'm crowdfunded. I don't work for the mainstream media. I'm supported through crowdfunding only, so I am able to show you the facts. I'm not told by my editor what I can show you. So if you'd like, you can support my work with the link on the screen or in the description. And this is how we move forward, and we're going to continue to move forward and show you the real facts.